После 40-45 лет мы часто замечаем, что привычное мясо стало тяжелее перевариваться. После еды чувство сонливости, усталости. А еще врачи пугают раком от красного мяса. Куда ни посмотришь, везде разные мнения про красное мясо. Либо очень полезно, либо точно очень вредно. Но действительно ли все так однозначно? Сегодня я расскажу, какое мясо очень полезно для нашего здоровья и долголетия, а какое мясо лучше ограничить. Расскажу о плюсах и минусах красного и белого мяса и когда стоит выбирать одно или другое. Обязательно перечислю свой личный топ-4 вида мяса и расскажу, как готовить и с чем потреблять мясо. Короче, посмотрев этот ролик, вы получите ответ на большинство своих вопросов, а может и на все свои вопросы, касаемые мяса. Посмотрите до конца, потому что я расскажу очень классный, реально неочевидный факт о мясе, который меня самого удивило. И это я узнал из исследований. Причем приятно удивило. И вы узнаете почему. Почему вопрос выбора мяса и вообще потребления мяса особенно актуально после 40-45 лет. Во-первых, после 40-45 лет с точки зрения тибетской медицины у нас снижается огонь пищеварения. Так как мясо является продуктом, который очень тяжело переваривается, это животные белки с жирами и много там волокон и так далее, при снижении огня пищеварения хуже начинает перевариваться, дольше начинает перевариваться. Вместо того, чтобы дать сразу энергию, вызывает усталость, чувство сонливости. Если с точки зрения традиционной медицины сказать, то ухудшается ферментативная активность, ухудшается или снижается кислотность желудка. Мясо все-таки остается продуктом людей, которые ведут активный образ жизни. Если говорить о выборе мяса, мясо относится ко второй группе по канцерогенности. Именно красное мясо. А белое мясо не относится. Переработанное мясо, колбасы, сосиски и так далее, да, это относится к первой группе канцерогенности. Поэтому я рекомендую, когда вы выбираете мясо, не выбирать переработанное мясо, вообще исключить из своего рациона питания. Красное мясо выбирать только тем, у кого есть физическая активность, тем людям, кому нужна энергия. Но если вы любите красное мясо, то не больше 2 раз в неделю. Я уже говорил вам, что я сам лично сократил потребление красного мяса в 2 раза за последние 3 года и чувствую себя намного лучше. А всем остальным людям я рекомендую потреблять белое мясо. Какое мясо относится к красному? Это баранина, говядина, конина, оленина, утятина, гусятина, свинина, курица и индейка. Но у курицы и индейки только к красному мясу относятся бедра и голень. Теперь перейдем к плюсам красного мяса. Это первый, самый большой плюс. Это, конечно, источник железа. Я уже как-то говорил, чтобы покрыть дневную потребность железа, достаточно съесть кусочек размером в свою ладонь говядины. Все, вы покрыли дневную потребность железа. А железо – это незаменимый микроэлемент, который поступает в наш организм извне. То есть наш организм железо сам не продуцирует. Вот почему и важно. И железо бывает гемовое и негемовое. Гемовое железо содержится во всех продуктах, где есть кровь, да, животных продуктах. А негемовое – это в растительных. Но, конечно, усваиваемость гемового железа в разы лучше, и оно в разы более биодоступнее, чем негемовое железо. Красное мясо – это незаменимый источник аминокислот, витамина В12, цинка, витамина В3, карнитина. И вообще, на самом деле, в природе не существует других таких продуктов, которые бы содержали в таком сбалансированном количестве все эти элементы и витамины. Поэтому красное мясо говорят, что это один из незаменимых продуктов. Если говорить о минусах, то тут канцерогенность, да, этого мяса. Всемирная организация здравоохранения относит красное мясо ко второй группе по канцерогенности. То есть считается, что это мясо вызывает рак. Но тут не все однозначно. Если человек ничего не делает, ведет малоподвижный образ жизни, и еще у него есть ожирение и так далее, и будет на все это еще дополнительно потреблять красное мясо, возможно, канцерогенные свойства красного мяса начнут реализовываться. Это очень важный момент. А если у человека
нормальный энергетический баланс, даже ниже. Он активно занимается спортом, живет в сложных климатических условиях. Зима там минус 20-30, да? У нас в Бурятии, например. Без мяса не прожить. Человек просто зимой замерзнет. Этот продукт дает очень много тепла. Съешь там баранину кусочек, у тебя внутри как будто разжигается огонь. Все обогреватели начинают работать. Ты согреваешься. Но в любом случае нужно следить за количеством потребления красного мяса, так как это мясо помимо канцерогенности очень жирное и действительно тяжело усваиваемое. Действительно, это мясо дает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт. И даже с точки зрения тибетской медицины есть такая проверка. Если человек не может усвоить красное мясо, после потребления красного мяса чувствует тяжесть, сонливость, апатию какую-то, да, усталость и так далее, значит, у него есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, с огнем пищеварения. А теперь перейдем к белому мясу. Как я уже говорил, белое мясо отличается от красного тем, что в белом мясе, конечно, намного меньше миоглобина. Поэтому белое мясо не окрашивается в красный цвет. Ну и к белому мясу относятся телятина до 2 лет, ягнятина до 1 года, крольчатина, курятина, грудка и крылья, индюшатина, грудка и рыба и морепродукты. Минусы белого мяса. Единственный минус – это скучное мясо. Кто-нибудь любит куриную грудку с брокколи? Вот вы честно мне скажите, кто ест куриную грудку с брокколи каждый день? Ну, скучное, черствое такое мясо, нежирное, да, вот это минус. А плюсов много. Источник всех видов аминокислот, витамина В12, В3, цинка, там. Железа не в меньшей степени, но все равно есть. Источник всех сбалансированных питательных веществ, которых в мире аналогов не существует, но при этом отсутствует канцерогенность. То есть он не относится к канцерогенным продуктам. И в белом мясе, помимо насыщенных жиров, большое количество содержит ненасыщенных жиров. И белое мясо, особенно рыба, морепродукты, источник омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты – это тоже незаменимые жирные кислоты, то есть наш организм их не продуцирует, они должны поступать извне, и они необходимы для поддержания здоровья, долголетия, энергии для нашего организма. Белое мясо легче переваривается, менее жирное. Плюс белое мясо подходит для потребления за ужином. Красное мясо – это тяжелый вид мяса, за ужином нельзя. А вот белое мясо хорошо. И тем более по правилам здорового питания, когда за ужином нельзя есть углеводы, вот как раз овощи и белое мясо становятся идеальным ужином. В отличие от красного мяса, белое мясо щадящее для желудочно-кишечного тракта и переваривается намного легче, чем красное мясо. И на самом деле в своей практике я очень редко встречал людей, которые не переносят белое мясо. В основном все едят белое мясо. Рубрика «Топ-4 самых полезных видов мяса». Первое место – баранина, второе – баранина, третье – баранина, четвертое – рыба. На самом деле я шучу, но первое место я все-таки поставлю баранину. Я считаю, что баранина – самое лучшее мясо. В нем содержится все, что нужно содержаться в продуктах, все, что нужно нашему организму. Самый полезный жир в нем. Даже люди, которые в горы идут, на баранине намного лучше ходят, чем на других видах мяса. Второе место я даю рыбе. Причем неважно, какая рыба. Жирная, нежирная, красная, белая. Любая рыба. И рыба является основным продуктом средиземноморской диеты. А средиземноморская диета является признанной самой лучшей, самой здоровой диетой в мире. На третьем месте индейка. Это диетическое мясо, легко переваривается, не вызывает чувства тяжести, но при этом не такое скучное, как куриная грудка. Да? Индейка является хорошим видом мяса, особенно для людей, кто ведет малоподвижный образ жизни, работа связана с сидением за компьютером. Почему, сравнивая курятину и индейку, часто говоришь, что индейка полезнее курицы? Ну, помимо ваших личных предпочтений. Ага. Здесь же тоже опять вопрос выращивания. Курицу можно по-разному вырастить. Да? Индейку, мне кажется, таким экспериментам, как курица, не поддается. Более чувствительны ко всяким внешнему воздействию. Помимо этого в индейке меньше жира и холестерина по сравнению с курятиной и больше белка при меньшей калорийности
и более богатый минеральный состав, там больше железа. 4 место – это говядина. Это незаменимый источник железа, незаменимый источник всех видов аминокислот. Это доступное мясо, оно не жирное по сравнению с бараниной, не жирное. Подытожив, если вы будете эти 4 вида мяса использовать в рамках сбалансированного питания, в неделю 1 раз баранину и 1 раз говядину, в остальные дни вот индейку и рыбу перемешивая, да, меняя и за обедом, и за ужином, то у вас будет всегда все хорошо. И тут вы спросите, а где кролик? А кролика мне жалко. Я как-то привык с детства есть баранину, говядину. Как правильно и максимально с пользой приготовить мясо? Здесь не вопрос, как готовить. Конечно, здесь варка, запекание, тушение и все. Самое важное на самом деле, даже с точки зрения тибетской медицины, с чем готовить мясо? То, что я всегда называю специи. Имбирь, кардамон, корица, карри, куркума, черный перец. Все эти специи можно использовать. Плюс лук, чеснок. Об этом я всегда говорил, о пользе этих продуктов. Разную зелень. И если какие-то специи вы сами любите, все нужно использовать именно при приготовлении мяса. Скучное мясо становится нескучным, плохо перевариваем, тяжело усваиваем мясо становится легко усваиваем, потому что эти специи разжигают огонь пищеварения. Негативные моменты именно от жира, жирности этого продукта, как мясо, да, тоже нивелирует свойствами этих специй. Вторым вопросом встает, с чем мясо есть? С овощами. С разными овощами. Можете с сырыми овощами. Если кто не может сырые овощи, можете эти овощи приготовить по-разному. На пару, на гриле, тушить и так далее. Как вам нравится. Кстати, когда вы готовите овощи на пару, этот вид приготовления максимально сохраняет все свойства и питательные элементы овощей. При этом это уже не сырые овощи холодного свойства, а приготовленные овощи нейтрального свойства. Легче будет усваивать, особенно тем людям, у кого сниженный огонь пищеварения. Вы спросите другие виды гарнира, картошку там, или еще какие-то крупы, макароны и так далее. Можно, конечно, использовать, но имейте в виду, когда мы едим сложные углеводы с животными белками, а в белках животных есть какой-то жир обязательно, да, то калорийность такого блюда становится очень высоким. И если вы хотите похудеть, не хотите поправиться, то вам не надо так делать. А если вы хотите поправиться, если у вас большие энергозатраты, то можете так есть. Ничего вредного. Но вред только в том, что большие калории приводят к положительному энергетическому балансу. Я хочу отдельно рассказать, почему не нужно есть мясо жареное, даже на гриле, копченое и приготовленное на открытом огне, где образуются корочки или обугливание. Я знаю, что многие любят такой продукт, и я в том числе тоже люблю и время от времени потребляю. Ну, кто не любит шашлычок, да? Или какой-нибудь стейк. Многие знают, что это вредно. Вот эти корочки, они вредны. Но многие не понимают, чем они вредны. Вот об этом я хочу сейчас рассказать. И этот вред на самом деле намного сильнее начинает проявляться как раз-таки после 45 лет. При жарке, даже на гриле, но и на открытом огне и так далее, образуются корочки. И эти корочки образуются за счет неферментативной реакции. Неферментативные реакции – это те реакции, которые происходят сами по себе. Сахар, который содержится в том или ином виде в продукте или в нашем организме, присоединяется к белкам, жирам или к нуклеиновым кислотам продукта, который мы готовим, или нашего организма. И за счет этого образуются эти корочки. И они называются конечные продукты гликирования. И вот конечные продукты гликирования, когда накапливаются в нашем организме, а их концентрация, то есть, да, они накапливаться начинают вот после 40-45 лет в большом количестве, потому что наша антиоксидантная система плохо справляется с этим. И они начинают запускать или ускорять процессы старения. Ярче всего это видно на нашей коже. Конечные продукты гликирования на коже вызывает появление пигментных пятен, кожа меняет цвет, теряет блеск, лоск, становится дряблой. Вы, наверное, замечали, вот женщины, мужчины, после 45 лет
резко начинает с кожи что-то происходить. В том числе из-за того, что накапливается конечный продукт гликирования. Я не говорю, что если вы съели шашлычок, все, вы постарели. Нет, конечно. Имейте в виду, это доказанный момент, который один из факторов, который ускоряет наше старение. Поэтому не нужно просто так накапливать конечные продукты гликирования в своем организме. Любимую еду нужно потреблять в рамках сбалансированного питания и всегда учитывать свой возраст и образ жизни, и нынешнее свое состояние. Неочевидный, но очень интересный факт о потреблении красного мяса, который я недавно выяснил, изучая разные исследования. При потреблении красного мяса в нашем кишечнике образуется триметиламин. Триметиламин – это вещество, которое продуцирует наша кишечная микрофлора из карнитина, лецитина и холина. Так как красное мясо содержит много карнитина, при поедании красного мяса в нашем кишечнике из этого карнитина образуется триметиламин. Но сам по себе триметиламин не вредное вещество для нашего организма. Попадая триметиламин в печень, превращается в триметиламин-оксид. Вот это как раз-таки токсичное вещество для наших сосудов. Считается и в исследовании говорится, что участвует в образовании атеросклеротических бляшек, в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, ну и замедляет обменные процессы, участвует в ухудшении или в прогрессии метаболического синдрома вплоть до сахарного диабета второго типа. Это токсичное вещество. Как минимализировать уровни триметиламина в нашем организме? Есть два способа. Первый способ, он мне не подходит, я думаю, и вам не подойдет, это ограничить потребление красного мяса. Все хотят ограничить наше потребление красного мяса, но мы же не сдаемся. Второй способ – это потреблять продукты, содержащие диметилбутанол, коротко ДМБ. В каких продуктах содержится диметилбутанол? Первое – это очень хороший, приятный продукт – красное вино. Вот я всегда гадал, почему к стейку подают красное вино. Оказывается, сразу триметиламин инактивируешь. Второе – это бальзамический уксус. Третье – это оливковое масло. Если вы любите красное мясо, имейте в виду. Но я не призываю пить красное вино. Алкоголь вредный для здоровья. Но бальзамический уксус и оливковое масло очень приятный продукт. Далее посмотрите обязательно мой ролик про красное мясо и про то, почему, учитывая, что я доктор и веду здоровый образ жизни, при этом я позволяю себе бокал другой вина.